Давайте на чистоту. На первый взгляд выбор воина дракона выглядит как выбор того, кто сосал. Куда ты показываешь? Каждый представленный воин кунг-фу в мультфильме гораздо сильнее, чем панда. Каждый, кто сидит на трибуне, гораздо сильнее, чем панда. Но все они не подходят. Почему? Каким вообще должен быть воин дракона? По описанию самой панды? Ну просто чума, каким офигенным обупенным вообще. И все. Это в последующих мультфильмах на него накладывается все больше и больше обязанностей. От защиты долины мира до становления ее духовным лидером. И еще там мыться надо, но панда? Не понял. Как вообще на пустом месте тот, кто не занимался кунг-фу никогда в своей жизни, сможет обуздать вселенную, питаться каплями росы, научиться чистить зубы? Ему должен помочь этот свиток, но в нем же ничего нет. Секретного ингредиента нет, но есть нюанс. Эта сцена буквально является главным посылом мультфильма DreamWorks «Кунг-фу Панда». Кто достоин, чтобы ему доверили тайну безграничной силы? Кто станет воином дракона? Но когда панда его открывает, к удивлению для всех, он не получает никакой новой силы. Так авторы рушат наши ожидания и, главное, стебут концепцию избранности. Ведь кто такой По? По — это фанат. Это фанат кунг-фу, у которого появился шанс прикоснуться к тому, от чего он фанатеет. Не просто прикоснуться, а стать мастером. Даже при просмотре интервью многих артистов можно ощутить вот это чувство собственной важности, даже перед своими слушателями. Панда также ощущает эту надменность окружающих персонажей буквально с первого дня его появления в Нефритовом дворце. Ты позоришь кунг-фу, если в тебе есть хоть капля уважения к нам и к тому, чему здесь обучают. Утром уйдешь сам. Только самый мудрый и ленивый не намекнули, что ему тут не место. И формально для всех этих избранных кунг-фу мастеров важен не сам титул воина дракона, а именно сила, которая таится в этом свитке. Ради нее они тратят целую жизнь, а там оказывается ничего нет. Нет подсказок, указаний, наставлений, нет инструкции, нету магической какой-то темы, но нет ограничений и правил. Этот свиток же абсолютно пустой, он буквально разрешение. Разрешение в том числе и на убийство. Поэтому ты и получаешь свиток только тогда, когда ты готов. Воину дракона не нужны инструкции, указания, ограничения. Он абсолютно свободен, наделен всей своей силой и сам ее применяет как хочет. И поскольку он полностью готов, он точно не будет применять это в плохом ключе. Возникает вопрос, а кто, собственно говоря, готов, чтобы нести ответственность за свои поступки самостоятельно, когда не на что ссылаться? Когда ты не скажешь, что виноват этот свиток, в нем ничего нет, тут как бы взятки гладкие, идите в жопу. Ты не скажешь, что виноват Угвей, ведь формально он дал тебе свиток, а свиток дал тебе силу. Силу свободы. Ты не скажешь, что виноват мастер Шифу, ведь он вообще тут ни при чем. И сразу можно было бы сказать, что Угвей не выбрал бы никого из нефритовой пятерки. У мастера Шифу, у мастера получилось собрать команду. Они хорошо взаимодействуют, все как один мастера кунг-фу, но каждый из них слабее без другого. Они не цельны по отдельности, а представляют собой 5 бойцов в команде, 5 архетипов постоянства человека, которые DreamWorks успешно стырили из Википедии. Милосердие, правда, обычай, здравый смысл и искренность. Их состав неотделим друг от друга, важно, что именно командное взаимодействие, цельный кулак. Назвать кого-то из них воином дракона значит выделить какое-то из качества в человеке, в воине дракона. Все это должно быть представлено равномерно. Tai Lung же хоть и был самым сильным, но в нем явно преобладал эгоизм, и он всегда искал виноватых. Шифу при всей своей безэмоциональности, как ни странно, не хватало благоразумия и слишком преобладали чувства к ученику. Выбор Угвея не заключается в выборе самого сильного, умелого. Выбор Угвея — это выбор праведного человека. Важна личность. Секретного ингредиента не существует. Чтобы сделать что-то особенное, надо просто поверить, что это особенное. Это, пожалуй, самое инфо-цыганское, что я слышал в детстве, но призыва подписаться в телеграм-канал еще не было. Фраза буквально означает, что все люди могут сделать все, что угодно, лишь поверив в то, что у них получится что-то угодное. Но это же совсем не так. Так выглядит моя особенная яичница. Странно, да? Хотя я делал по рецепту, разбил яйца, всем нутром поверил в ее особенность, а в итоге выбрасываю. Это вы еще мою особенную операцию на сердце не видели. Этот посыл работает только в условии полного понимания того, что ты собираешься делать. Без умений и навыков представления о деле он не граничит с реальностью, он ее рушит. Давайте на чистоту. Секретный ингредиент любого блюда —
Это труд. Это труд. Сложно сосчитать, сколько лапши приготовил папа Гусь для того, чтобы нарушать законы о рекламе, выдавая обычную лапшу за что-то особенное. Но он имеет на это право, когда научился идеально делать обычную лапшу. Право на импровизацию. Добавить больше или меньше специй в зависимости от своего настроения и предпочтений. Он же шеф-повар. Помнится, другой известный шеф вообще готовил соус только по своему вкусу. Когда ты мастер, ты действительно не ограничен рецептами, свободен в импровизации. И безусловно, секретного ингредиента нет, когда ты личность, у которой есть необходимое знание и умение. Об этом, к сожалению, лишь вскользь говорит Кунг-фу Панда. Это неплохо, не хорошо, это... Да.